لا أقل عليه. ما تخليهاش اسمع. لا أقل عليه. ما تخليهاش اسمع. Эти визиты не являются частью какой-то общей коллективной встречи. Они, повторю, на индивидуальной основе запланированы. ليس لدينا أي مخططات لإجراء لقاء موسع يجمع بين أطياف المعارضة السورية، وكما تعلمون أجرينا مرتين ما يسمى بمنتدى موسكو في فبراير وأبريل الماضي، ولكننا نواصل إجراء الاتصالات على أساس انفرادي. أما بخصوص فكرة تخلي التوعية عن استخدام حق فيتو، إن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم، ونعتقد أنه ليس لديه أي مستقبل، لأن مبدأ حق فيتو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة دون أي شروط ودون أي تخفضات، ولجميع الدول التي صدقت على ميثاق الأمم المتحدة احترامها، لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي. Ну, кроме этого, даже если гипотетически предположить, мы вам не мешаем? Мы вам не мешаем? Russia had its own Pussy Riot moment. What do you think of Donald Trump's Pussy Riot moment? Well, I don't know whether this would. English is not my mother tongue. I don't know whether I would be. I would sound. Decent. There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this. Oh my goodness, I wasn't expecting that. Здесь можно не беспокоиться. Ну, отлегло сейчас от сердца. Да, ну пока императора японского снять не получается. Ну, он сам вроде собрался. Но через 2 года только. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но вот на 2 года он выпросился. Ну, надеемся. 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 Сергей Ильич, вы владеете английским, французским, сингальским. Зачем вам французский? Вы знаете, красивый язык. Люблю читать французскую литературу и французские новости. Разговаривать не могу, понимаю, но не могу. Никогда не было практики. Но, в принципе, французский язык, он такой благородный. И ведь не зря у нас до сих пор дипломатический паспорт имеет текст на 2 языках, на русском и на французском. Так пошло с царской империей еще. В 70-е вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Правильно? 4 года, да. Да. Загар вот именно с тех пор сохранился? Да, я его поддерживаю регулярно. Летаете в Шри-Ланку? Не только в Шри-Ланку, но и в разные другие страны, где есть малейшая возможность. В той же Австрии, когда еще раньше катался там на лыжах, загорал и в Австрии зимой. А вы катаетесь, да, на лыжах? Катаюсь, да, но уже меньше времени остается. Сейчас рассчитываю в Сочи это сделать. Ну, Сочи вообще стал мировым курортом сейчас практически, это честно абсолютно. А рафтинг, вы президент Федерации рафтинга. Нет, я глава попечительского совета Федерации гребного слалома. Это разные вещи. Немножко, это сходные, близкие дисциплины. Рафтинг – это резиновый плот с веслами, а гребной слалом – это каяки и каноэ. Вы любите или это было просто партия посла? Ну вот просто надо было? Нет, я уже где-то, я не помню, с 80-х годов этим занимаюсь. То есть это с моими друзьями, однокурсниками, одноклассниками. Так что это хобби, если хотите. Сергей Ильич, кто, на ваш взгляд, сегодня главный дебил, мировой международной политики? Можно изоповым языком, можно полунамеком, как вам угодно. Вы знаете, я даже затрудняюсь, не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть, оставив без внимания. Кстати, Сергей Ильич, вот у вас очень выразительная мимика, очень. Ну, вы, наверное, это знаете, причем, что это дипломату, наверное, не очень должно быть свойственно, но как бы лицо выражает многое. Ну, если внимательно смотреть. Вот эта великая фраза «наши западные партнеры». Ну, она правда великая фраза. Как часто удается сдержаться,
произносить эту фразу серьезным лицом на пресс-конференциях. Мне всегда это Мы интересно. учимся у президента, безусловно. потому Его что, авторство. ну, он эту фразу тоже употребляет, и я считаю, по большому счету, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше, кстати сказать. Знаете, у армян есть такая поговорка, которую, перефразировав, она будет звучать так по-русски. Еще пару таких партнеров и врагов не надо. Ну, Со стороны остается впечатление. ну, по-моему, в русском языке тоже такая поговорка есть. С такими друзьями врагов не надо. Она А это то практически же самое, идентична. да, абсолютно. Сергей Викторович, вы почетный гражданин Манагуа, это Никарагуа, столица, да? Это правда? Да. И почетный гражданин Гватемалы. Гватемалы тоже, да. И почетный гражданин Ногинского района Московской области. Что для вас почетнее? Вы знаете, никогда не задумывался, но просто... Никогда не был в Ногинском районе? Нет, в Ногинском районе я, во-первых, провел лучшие годы своей жизни Так. с 3 до 9 лет. Я жил у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми удобствами деревенскими. И в 100 метрах от стадиона, который назывался «Спартак», где мы летом играли в футбол, а зимой играли в хоккей. Где и появилась вот Где все это и появилось, да. страсть к Спартаку. Вот. И поскольку я учился в школе номер 2 имени Короленко, до недавнего времени еще была моя учительница жива, Клавдия Ивановна Горячева, но я с тех пор там давно не был, хотя там и могила деда, бабушки, езжу, ну, раз в пару-тройку лет, совсем недавно не получалось. Но я борюсь сейчас и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Андрея Воробьева, Да. чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стелла с надписью «Богородск», но сам город по-прежнему официально называется Ногинск. имя И как бы не относиться к Ногину, но все-таки Богородск красиво. старое название, Красиво. которое люди дали этому месту. То есть это не является какой-то вот этой нашей такой компанейщиной, что даем всем почет. Нет, Да? нет, Это нет, имеет нет. к вам отношение? Я поддерживаю целый ряд мероприятий, которые Ногинская администрация проводит, включая конкурсы на знание английского языка, направляю им ежегодно приветствие. Ну вот через это, видимо, они и меня удостоили такого звания. Сергей Ильич, скажите, пожалуйста, вы же собираете анекдоты или это слухи? Ну, не Я собираете, вы собираю, любите я их, их люблю, и когда мне их рассказывают... политические причем. А разные. О себе слышали когда-нибудь анекдоты? Не припомню. Если вы знаете, Нет, поделитесь. я не пожалуйста. знаю. Ну, Какой я- самый свежий для вас смешной был политический анекдот? Политический. Или не политический, неважно, совершенно. Ну, вы знаете, мы немножко избалованы сейчас всеми этими смартфонами и WhatsApp'ами. Да, и там присылают всякую и ерунду. раньше тебе рассказали, ты запомнил на всю жизнь. Нет, этот нельзя. Ну, Можно? Нет. Ну, мы все-таки стараемся не засорять русский язык без нужды. Конечно, конечно. Ну, а если вдруг появилось? Если припомню, я вам скажу. Хорошо. Борису Джонсону. Кстати, Борису или Борису? Ну, он себя называет Борис, и но назовем. признается, что это от русских корней, поэтому Борис. Неужели Борис. у него корни русские? Он клянется, что прабабушка или бабушка 5% кровь русская есть. 5%, а назвали Борисом. Смешно. Борису Джонсону перед встречей с вами рекомендовали, много чего рекомендовали, мы уже шутили на эту тему, честно говоря. А вы ему что-нибудь порекомендовали, когда он уезжал? Ну, во-первых, я поинтересовался, почему он остановился не в гостинице, а в резиденции посла, поскольку одна из рекомендаций была не открывать в гостинице двери незнакомым девушкам. Вот. Он мне не ответил, он сказал, мне просто так удобнее. Вот. Ушел от ответа. За обедом он старался лишь пригубливать напитки, что тоже отвечало, в общем-то, рекомендации. Но я тоже обратил на это внимание. Но он сказал, ему просто нужно было выступать с лекцией где-то еще, поэтому он Поэтому решил держаться. зачем? Да. Зачем, как обычно? Да. Да, сейчас держался. Это была смешная пресс-конференция. Ну, судя по вашей реакции, я смотрел эту пресс-конференцию, то, что можно было видеть, я не присутствовал. Вам было забавно? Или это показалось? Нет, ну, Всегда вы такой веселый. Всегда на интересно на пресс-конференции, потому что это
такая вещь экспромт, когда задают вопросы, как на них реагирует твой партнер, западный в данном Да-да, случае. Запад. Это всегда интересно. Но Борис, он человек живой, непринужденный такой, естественный, говорит интересные вещи. Так что не скучно, в общем. Вы знаете, сегодня сообщение было вот на ленте, WhatsApp и шмуцап, и вот это все. РБК такое интересное заявление сделал, я даже удивлен, что я вас здесь поймал. Потому что, судя по сведениям РБК, 147 тысяч практически МИДовские работники получают во время командировок в месяц. Вы читали эту новость? И почему вы сейчас в Москве, я не понимаю. Почему вы не в командировке снова? Я читал, что они в день получают 140 В день? тысяч. Я думал в месяц, честно говоря. Мне сказала Мария Захарова, которая А ей можно верить? Она уже комментировала этот сюжет, что была такая фишка, что, дескать, в день 147 тысяч получают. Это не фишка, это информация. Ну, я не знаю. РБК вообще уважаемый, конечно, канал, уважаемые СМИ, но в данном случае можно было бы сначала позвонить, прежде чем печатать. Ну, вдруг бы вы были Это недоступны. так же, как недавно еще одно уважаемое СМИ, «Эхо Москвы», Да. объявила, что я умолял Тиллерсона не называть участок улицы рядом с посольством России в Вашингтоне площадью Немцова. Я с трудом представляю вас, в принципе, Я умоляющим. вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждал. И то, что «Эхо Москвы» это запустило информацию, в кавычках, Да. меня удивляет. Это тоже люди, которые считают себя солидными журналистами, могли бы просто позвонить в МИД и уточнить, так или нет. Они говорят, нам сказали в Госдепартамент. Я предлагаю Тогда бросить... вообще можно закрывать все остальные Абсолютно. источники, Госдепартамент и баста. Ну и вправду. Ну, я так думаю, что если мы, дорогие телезрители, скинемся и положим на счет журналистам РБК и «Эхо Москвы» денег на телефон, они могут дозвониться все-таки до Министерства Вот иностранных. этого я не говорю. Это я говорю. Нет, я говорю, потому что чтобы хотя бы информация доходила бы до вас. Мы не будем их отлучать от наших мидовских Упаси, мероприятий. упаси Господь. Как вы считаете, на что больше шансов в 2018 году, Сергей Викторович? На то, что у России стабилизируются отношения с нашими западными партнерами, или то, что сборная России по футболу станет чемпионом мира? Я думаю, где-то посередине. Хороший ответ, главное, очень дипломатический, а если уточните? Ну, так и будет посередине. Где-то посередине. Где-то посередине. То есть мы войдем в четвертьфинал, а Я Чехия думаю, снимет санкции. Или... Середина будет ниже, я думаю. Сергей Ильич, я вас очень прошу, ну вот это, во-первых, спасибо за приглашение еще раз, под елкой. Я не знаю, были ли у вас интервью под елкой в медиа? Ни разу. Ни разу. Вот хорошо, мы первопроходцы. Конечно же, ваши поздравления нашим телезрителям с наступающим Новым годом. От министра иностранных дел. Ну, это несложно сделать, потому что Новый год это, наверное, самый добрый, самый приятный праздник. И я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди, не только в России, но и на земле, были в Новом году счастливы, чтобы все были здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких даже проблем, и чтобы все мы друг друга уважали и любили. Вот, собственно говоря, и все. И обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь. Я полностью присоединяюсь к вашим поздравлениям и со своей стороны хочу сказать, что я бы мечтал бы, чтобы все наши министры, Сергей Ильич, я даже не скрываю своей симпатии, были бы такими, как вы. Ну или хотя бы стремились к этому. Мы были в гостях у Сергея Викторовича Лаврова, а это была международная пилорама. Берегите страну, сограждане. Спасибо огромное, Сергей.